Всем привет! Сегодня у меня в руках стек от компании T-Hobby. Это полетник Velox F7 SE и регуляторы V70A SE. И, честно говоря, этот обзор бы, наверное, никогда не случился, если бы они мне его не прислали, потому что в моей памяти компания T-Hobby это все еще компания T-Motors, которая занимается моторами. И искать у них, например, на сайте стек, если бы мне понадобился, я бы, наверное, даже и не вспомнил. На бумаге это просто монстр. Поддержка от 4 до 8S и 70 ампер на канал. Они позиционируют этот стек как решение для фристайла, для синематик дронов и вообще любых высокомощных сборок. Главная фишка – поддержка высокого напряжения до 8S. Это должно давать огромный запас по мощности и стабильность, когда вы резко даете по газам на каком-либо тяжелом дроне. Но благодаря достаточно широкому диапазону напряжений, напомню, от 4 до 8S, теоретически этот стек подойдет для любой сборки. Но так ли это на самом деле, сейчас разберемся. И начнем мы, как обычно, с комплектации. Кстати, почему я показываю стек вам вот в таком вот виде, а не убрав его куда-нибудь обратно себе красиво в коробочку? Потому что коробочки, бокса и чего-либо такого здесь просто в принципе нет. Сам стек приезжает вот в таком вот антистатическом пакете, и учитывая, как работают почтовые службы в некоторых странах, не исключен шанс, что стек к вам доедет в виде какой-либо электронной пыли. Так что да, минус одно очко по финдую за такую упаковку. Я бы, наверное, все-таки предпочел видеть, как обычно, какую-либо пластиковую коробку. И по самой комплектации. На самой странице этого стека, на их сайте, можно увидеть два варианта комплектации. Одну достаточно большую, другую достаточно бедную. Но по факту мы получаем достаточно бедную. Большая комплектация — это просто они забыли переписать, когда ставили инструкцию с предыдущей версии их стека. Ну и что же в нашу бедную комплектацию входит? Ну, само собой, стек, полетник и регуляторы. Кабель достаточно длинный для подключения ESC к полетнику, 6 сантиметров. Не всегда это будет вам удобно. 8 вот таких вот резиновых демпферов. Да, эти демпферы у нас идут без какого-либо запаса, не потеряйте их. Конденсатор на 35 вольт и 1000 микрофарад. И, соответственно, кабель питания, который мы будем подключать наши батареи с разъемом XT60 и на 12 АВГ. И что бы я сразу хотел сказать, то, что вот эта силовая часть, это однозначно рассчитанная под 6S. Если мы соберемся сделать сборку на 8S, то ни кабель, ни конденсатор нам не подойдут. Почему? Потому что на 8S у нас напряжение в районе 33 вольт, и при любом его скачке этот электролитический конденсатор у нас прикажет долго жить и, возможно, еще утащит половину электроники на плате. Ну, а сам силовой наш провод XT60 у нас рассчитан на токе до 60 ампер, а 12 АВГ у нас рассчитан на пиковые токи 88 ампер. Соответственно, если у нас стек поддерживает 8S и ESC у нас тянет 70 ампер на канал, мы получаем в районе 270 ампер постоянного тока, который, естественно, 12 АВГ у нас не выдержит. Так что, если соберетесь собирать на 8S, это все дело отправляйте в помойку. Покупайте полимерный конденсатор где-то в районе от 50 вольт, ну и, соответственно, меняем XT60 на XT90 и провода АВГ ставим чуть потолще. Окей, с комплектацией мы разобрались, и давайте уже тогда смотреть, что же из себя представляет стек и регуляторы более подробно. Ну и давайте посмотрим на наше железо под микроскопом. Начнем с полетного контроллера Velox F7 SE. И почему это у нас S7? Потому что, естественно, здесь установлен процессор STM32F722. Гироскоп здесь установлен рядом с нашим процессором. Вот он здесь находится слева от него. И это ICM 42688P. С одной стороны, это достаточно хороший гироскоп, но за одним маленьким исключением. Он хороший для чистых сборок. Если ваша сборка немножко грязная, если она шумит, то есть шанс, что он будет усиливать эти шумы и в какой-то момент может устроить вам fly-away. Ну а с учетом того, что этот стек у нас позиционируется для гонщиков и фристайлеров, я, честно говоря, ни разу не видел фристайлеров, которые летали бы постоянно только на новых пропах. Постоянно у них пропа немножко гнутые,
функции, поэтому, честно говоря, рациональность установки данного гироскопа на этот полетный контроллер у меня под вопросом. Что у нас здесь есть еще? Здесь у нас есть еще барометр, который не заявлен в спецификации, и я так понимаю, это DPS 310, неплохой барометр. Из хорошего еще, что у нас здесь есть? У нас здесь есть огромный просто чип на 128 мегабайт записи вашего блэкбокса. 128 мегабайт — это достаточно много для того, чтобы записать практически полный съемочный день какого-нибудь синелифтера и потом вставить картинку с камеры по данным из блэкбокса. Неплохо. За это вернем 1 очко по финдую. Что еще у нас здесь есть? Здесь у нас есть еще встроенный Bluetooth. Ну, как встроенный? Как видите, он не встроенный, а просто напаянный на плату. Такое чувство, что про него вспомнили в последний момент. И по поводу этого Bluetooth тоже есть момент. Честно говоря, мне так и не удалось подключить его к SpeedyBee App. Либо я не разобрался, либо он просто к ней подключаться не хочет. Но в любом случае этот Bluetooth при таком раскладе для меня является бесполезным. Еще, кстати, обратите внимание, что сама антенна этого Bluetooth модуля немножко выступает за пределы платы. Я так понимаю, это все сделано для того, чтобы был лучший прием, но даже с керамическими антеннами Bluetooth приемников у меня никаких проблем не было, вот сидя на лавочке рядом с дроном, как-то его настраивать по Bluetooth. Ну а вот то, что это все дело выступает, возможно, в какой-то момент нам может помешать. Ну и на обратной стороне, на этой стороне больше ничего, на обратной стороне этого полетного контроллера у нас есть чип для аналогового OSD. Да, этот полетный контроллер может работать как с цифровым видеопередатчиком, так и с аналоговым. Уже неплохо. Ну и, соответственно, тип коннектора, расположенный на этой же стороне, у нас USB Type-C. Ну и, кстати, если мы заговорили про коннекторы, давайте поговорим именно про них, потому что у нас на этом полетном контроллере есть коннекторы и площадки для пайки. Начнем с коннекторов. Что у нас здесь есть? Вот этот коннектор предназначен, я так понимаю, в первую очередь для того, чтобы мы могли сюда воткнуть либо наш GPS, либо наш приемник. Но я бы в первую очередь, наверное, предложил втыкать сюда приемник, потому что этот UART3 у нас шарится с нашей цифровой видеосистемой, на которую мы посмотрим чуть попозже. Поэтому, если вы воткнете сюда GPS, у вас могут быть проблемы. Точнее, они у вас однозначно будут. По поводу цифровой видеосистемы. Вот у нас коннектор для ее подключения. Здесь у нас заявлено 12 вольт Ground T2, R2, Ground R3. И вот этот R3, этот у нас шарится вот с этим R3. И, соответственно, это S-Bus для DJI видеосистемы. Если вы не используете управление от DJI, а используете ELRS приемник, который, например, втыкаете сюда, то не забудьте, как обычно, вытащить из коннектора DJI 6-й провод. Иначе у вас ничего не будет работать, когда вы подаете питание на ваш видеопередатчик. Следующий коннектор у нас здесь, как я понимаю, для аналогового видеопередатчика Power Ground Video Out R2T2. Что такое Power? Почему здесь не сказано однозначно сколько вольт, мы поговорим чуть позже. 5 вольт Ground LED — это у нас коннектор для подключения нашего какого-то LED, ну, то есть подсветки. И здесь у нас коннектор для подключения ESC. В этом коннекторе мы можем подключить до 4 моторов. Ну и, соответственно, последний коннектор на этой стороне, который мы можем задействовать, это для подключения нашей аналоговой видеокамеры. При этом, обратите внимание, камера Power — это опять-таки не постоянное значение. Как она выбирается, мы увидим чуть позже, когда перевернем полетник. Ground, Video In и камера Control. Все, с коннекторами на этой стороне мы закончили. Переворачиваем и смотрим, что же у нас есть по площадкам. Площадки для пайки на этом полетном контроллере у нас не только дублируют наши коннекторы, но и их расширяют. Например, только в площадках мы можем найти подключение нашего компаса, если у нас GPS-компасом. Ну и вообще подключение любого устройства по I2C шине. Ну и начнем, наверное, с этой стороны. Здесь у нас набор площадок, логически предназначенных для подключения GPS. GPS именно с компасом, потому что у нас здесь SCL, SDA, T5, R5, Ground 5 вольт. Здесь у нас, соответственно, подключение аналоговой камеры. И вот как раз на той стороне мы видели камера Power. И почему камера Power? Потому что вот здесь у нас есть вот такой вот набор перемычек, которые мы можем запаять. По умолчанию здесь, и я так понимаю, на той стороне в коннекторе тоже ничего нет. Потому что пока мы не запаяем, питание не идет. Выбор у нас небольшой, 5 вольт или бат.
Окей, едем дальше. Что у нас вот здесь? Здесь у нас площадки для того, чтобы мы могли подключить наш ESC. И в отличие от разъема, где мы можем подключить до 4 моторов, на этих площадках мы уже можем задействовать до 8. Да, этот полетный контроллер у нас предназначен для работы в том числе и с 8 моторами. Отлично. Что у нас здесь еще есть? Здесь у нас есть площадки для припайки какого-то, я так понимаю, панельки, которая содержит в себе как бузеры, так и LED. Но в любом случае у нас здесь есть 5 вольт, бузер минус, LED, ground и 5 вольт. Что у нас здесь есть еще? Вот здесь у нас для подключения аналогового, ну или в общем-то любого, наверное, видеопередатчика. T2R2, видео out, ground и power. Power точно так же у нас выбирается здесь от 5 до 12 заявленных вольт. По умолчанию вот на этой площадке ничего нет. Паяем перемычку вот так, у нас получается 5 вольт. Паяем перемычку вот так, у нас должно получаться 12 вольт. Ну и, соответственно, вот здесь у нас блок для подключения приемника, для припайки приемника, как я понимаю, потому что вот T1, R1, ground 5 вольт, и, соответственно, T3, R3, ground 5 вольт и RSSI. Здесь мы можем еще использовать достаточно старые приемники, которые передают значение RSSI по отдельному проводу. Но если вы используете ELRS, то эта площадка вам, естественно, не понадобится. ELRS это все дело шлет через свой основной UART. Так, ну и получается на этой стороне у нас тоже все. Теперь давайте немножко пару слов скажу про вот эти площадки, которые нам позволяют выбрать наше напряжение. И, честно говоря, я остался не очень доволен. Нам заявляют 5 вольт и 12 вольт, которые мы можем выбрать вот на этой площадке. Но берем мультиметр и замеряем. Начнем, кстати, давайте для начала с цифровой видеосистемы, где те заявлены 12 вольт, где она вот здесь находится. Берем мультиметр и замеряем. И вместо 12 вольт мы здесь видим 1071. Этого вполне хватит для О3, О4, но зачем заявлять 12? Окей, на другой стороне у нас есть группа площадок с перемычкой, да? Может быть, здесь что-то надо запаять. По умолчанию, кстати, вот здесь ничего не будет. Там, где подписана буква П, это все выбирается с площадок. И вот здесь у нас есть выбор 5 вольт, 12 вольт. Паяемся на 5 вольт, получаем 5,26. Запаиваем перемычку на 12 вольт, получаем те же самые 10,71 вот на этой площадке. Да, заявлено 12 вольт, получаем 10,71. Разница небольшая, но тем не менее еще минус 1 очко по финдую. Как бы по финдую к концу обзора не остался вообще без очка. Окей. Что у нас есть вот по этим площадкам? По этим площадкам, вот это у нас логически предназначено для нашей аналоговой камеры. Как я понимаю, все-таки Cam Control, Cam, Ground и Power. Здесь у нас есть выбор между 5 вольтами и BAT. Ну, если 5 вольт, где мы получаем те же самые 5,26, это окей, то подавать на вашу аналоговую камеру 33 вольта с 8S аккумулятора я бы очень сильно подумал и, наверное, не рекомендовал. Так что, да, вот такой вот нюанс с питанием у нас имеется. 10,71 даже при подаче питания в районе 7S. Теперь давайте посмотрим на наш ESC. Кстати, я не обратил вашего внимания, но, возможно, вы заметили сами, что ESC достаточно сильно бликует. Почему? Потому что он весь залит лаком. С одной стороны, это хорошо, это влага и пылезащита, и, в принципе, полезно. С другой стороны, это плохо. И почему? Об этом мы поговорим чуть позже. Для начала давайте на него смотреть. Сам наш ESC визуально выглядит добротно. Силовая часть регулятора V70A у нас построена на многослойной плате, достаточно толстой, вот так вот она выглядит, для лучшего тока. Разберем ее компоненты. Компоненты нашего ESC. Если сейчас, конечно, сфокусироваться смогу. Что у нас по железу на нашем ESC? Мозги нашего ESC это 32-битный микроконтроллер Artery AT32F421G8U7. Вот он у нас здесь расположен. Драйвер затворов это у нас Fortior Technology FD6288. Ну и, соответственно, MOSFET у нас это Toshiba TP-HR8504PL. И, судя по характеристикам, это достаточно серьезные компоненты для заявленных 70 ампер. Прошивка у нас здесь современная, AM32, не самая последняя версия, но тем не менее.
А теперь давайте немножко о плохом. Как вы видите, вот этот толстый слой лака мешает даже прочитать наименование того, что у нас здесь установлено. И если на столе этот ESC почти не греется, то в полете он будет греться и греться достаточно заметно, тем более с учетом заявленных 70 ампер на канал. Этот лак, который покрывает абсолютно все, в том числе и крышки всех наших чипов, будет мешать охлаждению и может привести к перегреву. Так что обдув ESC, хороший обдув ESC очень и очень критичен. Не убирайте его куда-то вглубь вашей сборки, иначе у вас есть шанс его повредить. И еще один нюанс. Все пады для пайки у нас абсолютно гладкие. Готовьте хороший флюс. Ну и, соответственно, у нас здесь нет отверстия для того, чтобы мы могли, как обычно, просунуть ножки нашего конденсатора. Окей, наверное, все, что можно сказать по железу этого стека, на этом моменте я сказал и показал. И тут бы следовало, как нормальному блогеру, уже начинать упаковывать это все в пакет и готовить к продаже. Но нет, я же ненормальный, я решил это все дело поставить на дрон и протестировать в полете. Окей, без проблем, как раз рамы, где я хотел заменить стек, у меня под рукой. Кстати, оказалось, что площадки 5 вольт у нас запитываются в том числе от USB, что упрощает настройку дрона на столе. По крайней мере, приемник и GPS у вас будут включены. Итак, меняю стек, собираю дрон, минимально конфигурирую и отправляюсь в поле, наивно уверенный, что сейчас по-быстрому отлетаю свои 4 аккумулятора и можно уже будет начинать монтировать финал. Но либо я где-то не докрутил болты, либо что-то еще, но свои слова про гироскоп я вспомнил на первой же попытке добавить газ. Да, я впервые столкнулся с Runaway, причем проявлялся он только при резком газе. До этого все летает вполне себе прилично и не вызывает абсолютно никаких подозрений. Ну а поскольку с собой я, конечно, ничего не брал, ни отверток, ни ноута, первые тестовые полеты на этом пришлось завершить. Единственное, что мне удалось проверить, что регуляторы не горят от обычной настойчивой черепахи. Уже хорошо. Придя домой, я сделал сразу несколько вещей. Да-да, я вносил изменения не по одному с тестированием после каждого, а все сразу. Но, тем не менее, протянул все болты и стойки заново, обнаружив пару ослабших. Но это произошло либо до, либо уже в процессе этого знойного танга, который исполнял мой дрон в первый вылет, но, тем не менее, пара ослабших болтов у меня нашлась. Прошил Betaflight на последнюю версию, прошил регуляторы также на последнюю версию AM32 и все настройки оставил в абсолютном дефолте. После чего, уже не рискуя сразу ехать в поле, нашел ближайший пустырь и попробовал взлететь в визуале там. И аллилуйя! Желание квада отправиться в незапланированную лунную экспедицию наконец-таки исчезло. Поэтому уже с парой баток я снова выехал в поле и попробовал провести вторую часть тестов, а именно погонять регуляторы на полном газу. Само собой, с той нагрузкой, которую на них дают мои моторы, это совсем не показатель, но в любом случае и с этим регуляторы справились нормально. Поэтому, пока я отлетываю свои две батки, давайте уже подводить итог. Начну с найденных минусов. Упаковка совсем не гарантирует, что стек к вам приедет в целом виде. При этом, судя по найденной информации в интернете, раньше они стеки упаковали в нормальные пластиковые коробки, и почему они перешли сейчас на вот эти антистатические пакеты, мне не очень понятно. Бедноватая комплектация. При этом и силовой провод, и конденсаторы рассчитаны под 6S сборку, невзирая на то, что они везде позиционируют этот стек как 8S. Инструкция на сайте взята с прошлой версии и не полностью соответствует этому стеку. Только запишу это в минус. Заявленный 12-вольтовый бэк выдает 10,71 вольта, остальное, судя по всему, теряется где-то на откатах. И влагозащита. Да, запишу это тоже в минус, потому что, во-первых, она только на регуляторе, полетник не загерметизирован, а во-вторых, регулятор залит полностью, что в некоторых условиях может приводить к перегреву. Теперь по плюсам. 70-амперный стек с питанием от 4 до 8S. Да, на рынке такого пока немного. Ну, возможно, поскольку и потребностей 8S пока не так много. Но если вам нужно собрать, например, синелифтер, в том числе и на 8 моторах, вот вам еще один рабочий вариант. Компоненты стека. Да, по спецификациям большинство компонентов относятся либо к среднему, либо к высшему сегменту. Откровенного хлама тут, судя по всему, нет. Ну и габариты. Возможно, не самый очевидный плюс и не каждому нужный, но в мою раму этот стек стал гораздо лучше, чем предыдущий с ESC на 65 ампер при том же размере 30 на 30. Ну и хотел бы я сказать цена, но даже с этой, как я понимаю, постоянной скидкой этот стек не является самым дешевым на рынке. Есть как минимум пара других, стоящих с ним
рядом в его ценовом диапазоне. Да, не 8S, да, не 70 ампер, но если для вас это не критично, выбор есть. Так что брать или не брать данный стек для своих сборок, решение, как всегда, за вами. Но начинающим, с учетом его попытки улететь на первом же тесте, я бы его, скорее всего, не советовал. Скорее на него стоит обратить внимание тем, кто, например, планирует собирать тяжелый какой-то синий лифтер. Там действительно можно получить профит и от 8S, и от 70 ампер на канал. Ну а мой обзор на этом подошел к своему логическому концу. Не забывайте про подписку на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете об этом стеке. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо и всем пока.